Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 июля. Давайте узнаем, что прояснится. Вот какая тема для вас, это с учетом Урана в Близнецах и одновременно, может быть, с ретро-Плутоном в вашем знаке, который свидетельствует о том, что какая-то прежняя история для нас может как раз проясняться. Или э, потому, чем вы занимались, или какая-то новость, потому что вы планировали, дополняет ваш план действий, возможный, и вы тут можете что-то и переиграть. Или, может быть, это та тоже тема или вопрос, который долгое время тянется, и здесь вы можете его прояснить. Некоторая, может быть, и работа над ошибками наша собственная, или когда мы признаем, да, вот не все так однозначно в нашем мире, раз уж мы с вами живем в эпоху перемен. Ну, давайте посмотрим, что же прояснится. У нас сегодня две колоды, и одна из них 78 дверей. Это метафорические карты, открыты двери или закрыты. И мы достанем три карты как знаки судьбы. Ну, пойдем дальше. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Перейти, я оставлю ссылку в описании под видео. Прочитайте астрологический гороскоп на июль месяц. И я думаю, подсказок будет больше. Итак, что прояснится для вас, мои дорогие водолеи? С чем это будет связано, как видят карты Таро? Неожиданности, куда без них, правда? Что уйдет? И не обязательно, что это какой-то человек уйдет или персона. Ну, хотя я могу и предположить, но это может быть какой-то вопрос, который вы завершите, и он вас перестанет мучить. Почему нет? Или какую-то тему закроете. И что придет взамен? Три знака судьбы. Давайте достанем. Что ж там насчет дверей? Какие двери открыты, какие закрыты? Туда сами не пойдем, может быть. Зачем нам это нужно? Мы ведь тут тоже можем свою стратегию, тактику менять. Первый знак судьбы, второй знак и третий знак судьбы. Как подсказка. Достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Так что ж там будет проясняться, а, рыцарь кубков? Наверное, какая-то личная история все-таки, хотя я могу допустить, рыцари это всегда перемещение, поэтому вполне вероятно, едете, не едете, и куда едете, вот тут тоже может быть такое, как такой вопрос, или на том берегу, куда вы собираетесь, меня там ждут или нет, вот и такая задача может быть. Или когда вы вообще меняете какую-то тему вашего пребывания, проживания, связано, может быть, с переездом надолго, или могут где-то что проясниться, могут проясниться сроки. Но все же рыцарь кубков – это то, что вас радует, мои дорогие, какая-то радость. Значит, будет какая-то очень добрая тема, которая вам буквально помогает, вам хочется этим заниматься, ее развивать, или для кого-то новое знакомство. И этого я не исключаю. Вы можете быть в центре внимания. Кто-то вам может какие-то знаки внимания оказывать. Но тогда будьте реалистами, потому что эта карта не говорит о том, что это будет очень долго. А может быть, так оно и будет. А может быть, это на время вам дан человек, приносит вам какую-то новость, информацию, и вдохновись моментом, нам говорит эта карта, что-то у тебя шаг за шагом проясняется или становится больше ясности по какому-то вопросу. И пусть на 100%, наверное, редко бывает, когда мы все уже прямо так все разложили по полочкам, расставили по местам, но даже для 10 дней такой хороший настрой, нам говорит карта, как хорошее настроение. Или вдохновись, может быть, чем-то. Впусти в свою жизнь словно свежее дыхание какое-то или новые возможности. Но вполне вероятно, для кого-то это не вы перемещаетесь, а к вам кто-то собирается ехать. И такое я тоже не исключаю. Неожиданности, да, возможности. Туз Пентаклей, мои дорогие водолеи, это сама по себе возможность. Где-то это как помощь высших сил. Это стечение обстоятельств иногда по этой карте. Будь внимателен. Не думай, что у тебя, кстати, вот эти две карты. Тут, правда, может быть и информация, может быть и получение денег. Что-то вот, правда, для вас складывается со знаком плюс в эту декаду, факт. У каждого по-своему. Может быть, это и касается финансов, а может быть, купля-продажа недвижимости. Или движимость, имеется в виду автомобиль, вот вполне вероятно. Но есть та тема,
Ваш или вопрос какой-то решается для вас с хорошим плюсом. То, что вас и радует, и вдохновляет, и, я бы сказала, какие-то новые возможности перед вами открывает. И не думать, что так будет всегда. Потому что и позиции-то карт такие, да, что прояснится и как неожиданность. Но это, да, своеобразный задел на будущее. Это как какой-то первый шаг или какая-то новая тема, или, может быть, важная новость, важное известие. Но в последующем это все-таки будет оказывать влияние на вашу жизнь. Но саму возможность не упусти, потому что возможности не бывают или не длятся долго. Вот примите это к сведению. Что же уйдет? Может быть, по тройке пентаклей это вы чему-то обучаетесь. Всегда это карта сдачи экзамена. И у кого-то буквально вы сдаете экзамен, и вы получаете какой-то сертификат, документ. Вами экзамен какой-то сдан. Или, может быть, экзаменационный период нашей жизни, иногда жизненный экзамен, да, и вы его тоже проходите успешно. Эта карта открывает новые перспективы, возможности. И правда, мы буквально можем что-то изучать, потому что это нам необходимо. У кого-то это изучение языков, у кого-то это как новая сфера деятельности, направление, которое вы сейчас осваиваете. И карта говорит тоже, не упусти момента. В последующем, ведь по этой карте мы учим не просто ради любопытства, хотя тут вам явно что-то нравится. Вам нравится чем-то заниматься. Или какая-то сфера деятельности вам нравится. Или пусть это какая-то карьера, которую вы строите. Или собираетесь строить, и для этого вам нужно пройти какие-то курсы. Или добавить себе знаний. Ну, может быть, у кого-то это как банально, да, вы хотите сдать на права. Вам нужно быть более мобильным, водить автомобиль. А для кого-то это как изучение иностранного языка, может быть, одного из еще в плюс к тем, которые вы знаете, но на рынке труда это вам тоже дает больше перспектив. Вы более ресурсны, вы более востребованы. Или какие-то другие даже курсы, новые направления, по которым вы будете интересны работодателю. И вот все те знания, которые будут у вас получены, словно сдан вот этот экзамен, вы в последующем примените на практике, ведь это карта Пентаклева, это всегда практика, и увеличится ваш доход. Вот подумайте, что придет взамен. Какой-то экзамен, так это точно. Что придет взамен? Вы знаете, может быть, раньше была встреча какая-то с вашим любимым человеком, и потом вам вынужденно пришлось расстаться. Может быть, буквально что придет взамен. Ну, я допускаю, кстати, и какой-то дежавю по тем взаимоотношениям, когда вы кого-то знали, и здесь человек откликается, может быть, даже спешит. Но, конечно, все строится на обоюдном желании, понимании. Если вы готовы откликнуться в отношении человека, а там глухая стена молчания уже длительный период времени, тогда вряд ли стоит надеяться, что там вдруг человек, если вы знаете, что у человека все идет своим чередом. Ну, если внезапно пропал человек, то он может появиться и объяснит, может быть, почему он пропал. Но все же, если была в чем-то точка, то скорее эта точка и останется, потому что здесь проясниться-то может, да, что придет взамен, мы говорим. Но вполне вероятно, что все-таки, если возобновятся отношения, а по шестерке кубков это люди, которым мы доверяем, или которые нас любят искренне, которые и с нами как будто искренне общаются, не наводят тень на плетень. Но вот если нет никаких тайных умыслов, то человек может вернуться. Это не игра по этой карте. Часто очень эта карта будет говорить о том, что вот как родственники, буквально отцы и дети, да, мы говорим, или более старшее поколение, дедушки, бабушки и внуки. Вот иногда тоже по этой карте проигрывается. Какое-то приятное общение, может быть, вы будете участвовать в жизни вашего ребенка или внука, внучки, или уже обратный отчет. Дети, внуки, подросшие будут как-то помогать вам. Какое-то есть взаимодействие с теми людьми, которых вы уже знаете. И это будет продолжено. А у кого-то будет встреча, или вы ее будете попросту планировать. И это я тоже допускаю. Приятные очень карты. Знаки судьбы. Оставляй прошлое в прошлом. Я надеюсь, все правильно понимают,
что 13-й аркан – это карта трансформации, хоть и называется смерть, это ни разу не про смерть. Нам лишь карта говорит, что уже все закончилось. Прошлое оставляй позади. И если мы говорим открытой или закрытой двери, обратите внимание, дверь открыта, это даже врата, я бы сказала. Но человек подзастрял в воспоминаниях. Нам показан человек, по сути, это, наверное, как мужчина, ну, как монах, монашеский образ жизни. Может быть, по какой-то горюет утраченной любви или по утрате дорогого человека. Ну, что бы это ни было. Может быть, мы можем переложить, ведь это старший аркан. Где-то и правда военные действия идут, а где-то это будет связано именно с личной историей, которая завершилась. Может быть, даже и ситуация по работе. Вот почему нет. И ситуация это тоже закончилась. Если ты продолжаешь работать в этой организации или заниматься этим делом, так тоже ты тут не вспоминаешь, что там было. Это теперь не имеет никакого значения. И нам карта, обратите внимание, человек сидит. Это он сам себя изолирует, как будто. Его задача встать и выйти. Но он продолжает сидеть на погосте, где красок нет вообще. Нам как будто весь пейзаж говорит, ну, такое серое, что-то унылое, что все завершилось. Самые яркие цвета – это цветы сами по себе, но они на погосте. И вот эти песочные часы в руках человека нам говорят, время идет. Хватит сидеть, оставляй прошлое в прошлом. Это карта выздоровления, да, это карта трансформации. Но это карта и освобождения, мои дорогие. Поэтому какая-то тягостная история у вас может закончиться, и ясность приходит. И вот сама по себе ясность вас радует. Может быть, даже и приходится от чего-то отказаться. Тогда, мои дорогие водолеи, вам сделать это будет очень легко. Словно махнув рукой и сказать «нет», ну и не надо, я иду дальше. Вот легко проститься с прошлым в эту декаду. То, что, может быть, и проясняется какой-то вопрос, и вы понимаете, ну да, может быть, заблуждался, или я там в чем-то ошибалась, но теперь-то это не имеет никакого значения. И вот эта карта говорит, да, это окончание. И прошлое, оно должно уйти. Почему? Место занято в нашей даже ментальности. Мы все время, ну, как реанимируем какую-то минусовую ситуацию, заново ее вспоминая. И пока мы не перестанем это делать, даже в нашей ментальности место занято. А все, посмотрите, карты верхние нам говорят, да нет, тут вообще уже будущее, ты уже в этом будущем, а как будто мысли твои еще тебя тянут назад. Поэтому сам себе не мешай, будьте добрее к самому себе. Какую-то задачу вам нужно решить альтернативно, да, это вот именно по Урану, ломая какой-то шаблон. Нам девушка, четверка пентаклей, казалось бы, четверка пентаклей, это карта надежности, стабильности, но иногда она тоже говорит, подзастряли мы, потому что мы какую-то тему или вопрос пытаемся решить, но как бы не с той позиции. И очень красочно иллюстрировал художник, что же задумала девушка. Она как будто хочет попасть, да, но она хочет попасть в эту дверь. Дверь маленькая, девушка большая. Либо дверь должна вырасти, либо девушка уменьшится. Мы понимаем, что ни первого, ни второго не произойдет. А если бы эта девушка поставила вопрос несколько иначе, не попасть в эту дверь, попасть за этот забор. Во-первых, она бы могла совершенно спокойно. Для начала, я бы сказала, даже заглянуть через этот забор и посмотреть, то есть больше понимания в будущее, да, и где-то карта подсказывает, ты не застревай в одном моменте, учись видеть на пару шагов вперед. Но и, скорее всего, даже если мы там ничего не увидели, кроме деревьев и зеленой травы, ничего не стоит перемахнуть ей этот забор. Но она продолжает стоять и думать, каким образом ей нужно попасть в эту дверь. И, кстати, костюм, который на девушке, смотрите, сам по себе он напоминает, ну, где-то средние века, да, вот верхняя именно часть. И даже ее где-то обувь, она такая вот немного необычная, но ближе к современности, короткое платье. Понятно, что в таких платьях не ходили.
Поэтому как бы у тебя есть возможность, тебе это длинное платье не мешает. Этот сегодняшний момент тебе говорит, не ставь вопрос, как вот прежде ты, может быть, ставила или ставил. Здесь тебе карты в руки, перемахнул и уже точно знаешь, где ты оказался. И исходя из этого, и время, правда, пошло. Туз пентаклей вверху, возможности. Вот такая подсказка. Дверь закрыта, но вам как будто туда и не надо. Вам, если и нужно, вы понимаете, с чем-то вы разобрались, то, наверное, один прыжок перемахнул этот забор, и все, вопрос решен. Но поставьте его альтернативно. Нечего мне добавить, вам карта мага. Это знак судьбы. Время возможностей. Не упусти. Но маг великий практик. Это не про магию, мои дорогие. Здесь самим придется действовать. Когда выпадает карта мага, но нам нужно действовать тоже как-то иначе. Опять же, предыдущая карта где-то нас подводит вот к этому итогу. Маг, он никому ничего не говорит, он не докладывает. Он как раз и действует таким образом, когда от него никто не ждет. Причем действует он очень мудро, хитро, я бы сказала. Ведь все его действия, даже если они направлены в отношении конкретных людей, они не ощущают вот этих манипуляций. Да, конечно, и вы тоже можете столкнуться с таким человеком. Но и у вас сейчас возможности какие-то подобные энергии буквально освоить и применить себе на практику. И люди думают, что это они сами приходят к такому выводу. Поэтому для вас будет дважды, трижды, четырежды, мои дорогие водолеи, быть дипломатом. Умение договариваться, умение правильно взаимодействовать с людьми. Почему? Да потому что все решают люди. И даже попадая вот за этот забор, может быть, напрямую у кого-то знание языков, когда мы оказываемся в другом обществе или среди лиц, которые в другом менталитете живут. У них по-другому мысль работает. Когда мы изучаем языки, кстати, наша мысль, она немножко так вот по-другому уже работает. Это на самом деле положительное влияние на мозг оказывает. Но, может быть, у кого-то совершенно иная какая-то задача. Но помните, это время возможностей, которые вы не должны упустить. Это не будет вечно. Карта совет. И даже сказать нечего. По максимуму десятка пентаклей, мои дорогие водолеи. Это и теплый уютный дом, решение вопросов. Это, безусловно, финансовая тема, откуда приходят деньги. И на день сегодняшний, и на день завтрашний. Это наши близкие, это наши любимые люди. Может быть, это и перемещение, или переезд куда-то далеко. Тут до бесконечности можно перечислять самые разные бонусы, которые касаются как и личной жизни, как и вопросов семьи, как и вопросов дома или места проживания, так и работы, ваших достижений. И здесь целый комплекс. И вот, видимо, вам нужно видеть вещи целостными, складывать все в какую-то красивую палитру. Зачем вам это нужно? Вот маг, он знает, зачем ему это нужно. И посмотрите, вам пространство, Вселенная помогают, мои дорогие. Самое главное, не застрять в прошлом, не начать что-то анализировать, не утрамбовывать в себе какие-то прежние постулаты. Правда, это нужно пересмотреть. И маг, он освобождается от вот этого балласта очень легко. Даже где-то в мыслях. Он, кстати, очень быстро делает работу над ошибками, потому что, опять же, практика, критерий истины. И если какой-то метод не работает, смысл пробовать снова и снова. Еще Эйнштейн сказал, что если вы хотите решить какой-то вопрос или проблему, и вы ее какое-то время не смогли решить, то вы и не сможете, оставаясь на прежнем уровне. Для решения нужно подняться на другой уровень, увидеть несколько иначе эту проблему, и тогда решение в ваших руках. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, откликаетесь, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.